его приговорили к 4 годам заключения и дополнительно к этому дали запрет на 8 лет на занятия общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием сети интернет. Андрей сейчас находится в Карелии. Это север России. Это тот регион, в котором еще в сталинские времена были колонии, так называемый ГУЛАГ. Это одна из самых худших колоний, которые есть в нашей стране. Андрей попал туда в январе 22 года, и с первого же дня его определили в одиночную камеру. Андрей сидит в абсолютно пыточных, нечеловеческих условиях. В камере холодно. В камере есть кровать, которая пристегивается к стене с 6 утра до 9 вечера. Весь день он может сидеть только на маленьком железном неудобном стуле. Другим заключенным не разрешено с ним общаться. Когда Андрея водят по территории колонии, другие заключенные должны либо отворачиваться к стене, либо даже ложиться на землю, чтобы с Андреем не было даже зрительного контакта. Это специально устроенная тюрьма внутри тюрьмы, в которую он помещен. Андрей Пивоваров – российский политик. Он занимался сначала городской повесткой Петербурга, города, где он родился. Потом он переехал в Москву и стал заниматься уже федеральными проектами. Он очень долго работал с организацией «Открытая Россия», которую основал Михаил Борисович Ходорковский. И у нас было очень много проектов, связанных с поправками в Конституцию, после которых Путин смог остаться у власти бесконечно. И незадолго перед своим арестом в 2021 году Андрей решил баллотироваться в Государственную Думу в одном из округов Москвы. Андрея задержали 31 мая 2021 года в самолете, который собирался лететь из Петербурга в Варшаву. Это было совершенно такое кинематографичное задержание, в плохом смысле этого слова. Андрей прошел паспортный контроль, сел в самолет, написал мне сообщение, что все хорошо, он включает себе фильм и через 3 часа напишет мне, что он приземлился. Но спустя несколько минут он мне перезвонил и сказал, что, по всей видимости, все плохо, потому что он видит в окно иллюминатора, что к самолету подъезжают автомобили ФСБ, что это абсолютно точно они приехали для того, чтобы его задерживать. Все так и вышло. Формально Андрея задержали по статье 284.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это руководство нежелательной организации. Так называемые нежелательные организации власти России считают открытую Россию. Хотя это не так, потому что «Открытая Россия» – это российская организация, а нежелательной организацией может быть признано только то движение, которое основано за рубежом иностранцами. Но у нас, в общем, всем на закон наплевать, поэтому Андрей был задержан. За 2 дня до этого «Открытая Россия» была распущена, что очень важно.
Опять же, судьям, властям было наплевать на то, что в законе есть поправка, согласно которой в этом случае возбудить дело невозможно, потому что организации нет, у нее нет никаких членов, ну и, соответственно, у нее не может быть руководителя, которым считали Андрея. Но если формальным поводом для возбуждения уголовного дела были его публикации на Фейсбуке, который тогда еще не был запрещен в России, то, конечно, неформально его задержали за его намерение баллотироваться в Государственную Думу. За все это время Андрею разрешили всего несколько звонков родителям, и летом этого года у нас с ним было первое длительное свидание, которое нам разрешили, наверное, только потому, что накануне этого свидания у нас с ним была свадьба. Это все было очень быстро. Я вошла в колонию, мне показали, ну, то есть меня досмотрели, забрали какие-то вещи, которые у меня были, разрешили взять с собой только кольца и паспорт, и отправили по длинному коридору. И когда я шла по этому коридору, вдруг из стены, буквально из стены, из ниши, я услышала голос Андрея, который со мной здоровается. И в этот момент мне стало немножко страшно, потому что я буквально накануне читала Солженицына, который писал про систему ГУЛАГ, и он описывал те же самые ниши, которые были в подвалах Лубянки, в которых прятали политических заключенных для того, чтобы они не имели возможности общаться ни с кем из своей семьи. И прошло 90 лет, мы вернулись к тому же самому. Мой будущий муж поздоровался со мной из той ниши, в которую прятали его, так сказать, предшественников. Это было очень, очень страшно. Нас завели на эту кухню, дали обменяться кольцами, обняться, подписать бумаги, и через 5 минут меня попросили оттуда уйти. И я ушла, а Андрей там остался, через несколько минут его тоже оттуда вывели. Он вернулся к себе в одиночную камеру. И, как он мне потом рассказывал, сотрудники колонии сказали, что вот у вас сейчас по расписанию уборка, вот вы когда выходили, вы ее не закончили. Давайте продолжайте. Так что все было максимально неромантично. Ситуация с правами человека в России катастрофична, и она только ухудшается. Буквально недавно были новости о том, что ЛГБТ собираются запретить, признать экстремистской организацией, что-то такое. Совершенно страшная новость, потому что огромное количество людей будут лишены своего права на личную жизнь и на самоопределение. Это просто страшно. И под это давление попадают уже не только те, кто, скажем так, профессионально занимался политикой, как Андрей, как Илья Яшин, как Володя Карамурза, но и попадают люди, которые, как бы это сказали власти, имеют наглость просто думать немного по-другому, выстраивать свою личную жизнь не так, как им бы хотелось, думать о том, что происходит в Украине, не согласно сводкам Минобороны, а по-другому. И тогда, я боюсь, нас ждут еще более
ужасающие новости, и масштаб репрессий, он будет гораздо больше. И тут надо понимать, что репрессиям в России еще есть куда расти.